Вот и пришел момент следующей партии, которую можно будет рассадить по индивидуальным горшочкам. Ну, горшочки это, конечно, громко сказано, это обычные пластиковые стаканчики 50-граммовые, но тем не менее, смотрите, какие результаты у этого ведерочка. Вот одна маленькая орхидейка, правда, наверное, чуть-чуть отстала, и ее трогать пока мест не буду, а остальные в принципе уже готовы на пересадку. Всем добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Пару дней назад на канале под одним из видео зрительница Людмила оставила вопрос: а сколько времени требуется от начала и до состояния деточки в отдельном стаканчике? На этот вопрос, я думаю, что в течение этого видео я обязательно дам ответ. Но хочу сказать, что опыт разведения орхидей семенами у меня, скажем, не очень большой. 1,5 года назад первые малыши, которые позеленели вот таким способом, вот как я вам сейчас покажу, посевы у меня были этой зимой. Вот этот посев у меня был 16.02 этого года, то есть месяц и неделя, грубо говоря, и уже всходы неплохие. Да, ну смотрим, 16.02, да, 0.24. Вон следующая фласочка за ней стоит. Это тоже в этот же день. Две разных семенные коробочки я посеял. И, конечно, были и отходы. Я каждой из коробочек делал примерно по 8-10 баночек, и 50% где-то пропало. Ну, пропало, это покрылось плесенью. А вот баночка, это посев был 12 декабря 2023 года. Ну, здесь получается этим флосятам всего 3 месяца и сколько тут? И 2 недели, грубо говоря. 3,5 месяца. Но они взошли, как вы видите, не так кучно, как в предыдущих двух фласках. И здесь, возможно, я подержу этих малышат в этой баночке побольше. А вот одна из баночек, это тоже 12.12.23. К сожалению, пошла плесень. И я попробовал спасти их с помощью вот такой вот пересадки, ведерочка, внизу водичка, и положил их на губку, и губка постоянно получается пропитана водой. Что из этого получится, результаты я вам покажу попозже, так как это первый раз я таким способом решил спасти хоть кого-то. А вот фласочка тоже из 12 месяца, и всходы здесь были небольшие, видите, 3 таких более-менее крупненьких и несколько зеленых точечек, которые могут зайти, а могут и нет. А это посевы у меня конца 22-го, начала 23-го года. И рассадил я их в эту баночку по причине того, что предыдущий им было тесно, их было там настолько кучно, что они друг друга подавляли. И вот я 22.01.24 пересадил их в эту баночку. И вот смотрите, некоторые корешки уже вошли в питательную среду и питаются. А вот баночка тоже в прошлом году, не помню, там конец года примерно, я рассадил, и, к сожалению, очень много погибло. А вот одна из орхидей за счет своих 3 корешков поднялась и вот так вот водрузилась над всеми и потихонечку растет. Хотя листик вон у нее один уже пропал. А вот еще одна баночка, которую тоже я недавно рассадил.
И здесь вы видите, что старые корешки, какие были, потихонечку вон чернеют, темнеют, но зато хорошо пошли новые молодые, так как в новой баночке много получается питательных веществ. И рост корней и листочков тут явно заметный. Но самая большая проблема в этих условиях – это стерильность, и постоянно нам мешает плесень. Вот как, например, плесень пошла вот в этой баночке. И такую баночку мне придется очень скоро. Вон, видите, в дальнем с этой стороны ничего, а с этой вот стороны вот запотевшая. И смотрите, какая пошла плесень. Если в ближайших пару дней не пересадить малышат из этой плесени, то эта плесень потихоньку съест этих малышей. Так что я завтра-послезавтра обязательно их рассажу. И рассаживать уже мне придется в мох сфагнум. Но вернемся к вопросу. 29 сентября 2022 года был сделан первый мой удачный посев. И в апреле 2023 года вот первые малыши, которых я вынужден был вытаскивать из питательной среды. Вот так вот они выглядели. И примерно через 2 месяца я их рассадил по одноразовым стаканчикам. И выглядели они вот так вот, маленькими, крошечными и перспективными, так как видите, были у них и корешки, были и листочки. И сейчас я вам покажу, что с этими малышами, в каком состоянии они сейчас. То есть получается от момента, когда я их посеял, и до момента, когда я их высадил в одноразовые стаканчики, и вот такие малыши, прошло времени практически там 6, 7, 8, почти 9 месяцев. Конечно же, мое мнение, что их нужно максимально дольше держать в питательной среде, но до того момента, пока есть рост. Как только корешки перестают в питательной среде расти, как только листочки перестают расти, я понял, что их нужно пересаживать, так как у них закончилось питание. Ну и пересаживать, естественно, из питательной среды в питательную среду нужно в стерильных условиях. Но если пошла плесень, комплекс мер, которых нужно предпринять, чтобы убить плесень и снова посадить на питательную среду, такой, что я несколько раз попробовал, у меня не получалось, и я уже просто вытаскивал их из питательной среды и высаживал в мох. То есть я приловчился их спасать вот таким образом. Но, конечно же, мне хотелось, чтобы они выросли в питательной среде намного больше. Уже было, по-моему, видео, когда я разделял уже две орхидеи вот так вот. И я уже не отмечал, я не помню, какая из них сейчас. Возможно, вот какая-то из вот этих вот орхидей, те, которые я разъединял когда-то. Давайте вернемся к первенцам. Значит, вот следующая орхидейка. Значит, тоже прекрасно, все замечательно. Напомню, что родители этих орхидей это каменная роза и Дарвин. И скорее всего, что орхидеи взяли больше от каменной розы. Почему я так думаю? Потому что с нижней стороны листочки практически у всех бордовые. А у некоторых даже бордовый оттенок просматривается и на внутренней стороне. Вот видите? И на внешней, и на внутренней такое-то листики. У них сначала, как только они начинали рост, были вот такими продолговатыми, вот какое-то, и вот, допустим, и со временем, чем старше становятся эти орхидеи,
листочки у них становятся более округлыми. То есть они и вширь, получается, растут. И вот два самых больших малыша, которые выглядят как полноценный размер 1,7, который мы покупаем. Вот неплохая, видите, корневая. И вот последний корешочек уже, смотрите, какой толстый, хороший. Вот новый молоденький тоже будет не худенький. И давайте глянем на самую большую. Ну, здесь множество корней. И уже некоторые корешки у нас идут воздушные. Корешки все раскукленные. То есть орхидея в активном росте. Внизу в стаканчике видите тоже раскукленные корешки. То есть малышка чувствует себя прекрасно. И молоденький лист и раскукленные корешки тому есть доказательство. И получается, что от момента, когда мы сделали посев, и до момента, когда самые первые орхидеи выглядят как размер 1,7, прошло 1,5 года. Ну, я думаю, я ответил на вопрос Людмилы. Ну а сейчас давайте, если вам интересно, я покажу еще несколько малышат, которых я посадил. Ну, вот вы видели, да, неоднократно я показывал, как я рассаживаю просто в мох. И вот эти малыши уже начинают друг друга немного закрывать. И поэтому этих малышей я просто-напросто рассажу уже по индивидуальным стаканчикам. И также под предыдущими видео зрители оставляли свои комментарии, вопросы, и некоторые советовали, что выращивают орхидеи в кока-чипсах. Значит, сделал я посадку и в кока-чипсы экспериментальную. Вот смотрите, тоже неплохо развиваются здесь вот орхидейки. Ну а для сравнения, это все в принципе с одной банки, с одной фласки. То есть, ну, плюс-минус примерно одинаковые. И также я еще сделал посадку внизу керамзит, сверху кора. И там несколько кусочков мха я бросил, ну, незначительное количество. И тоже вот экспериментально я высаживал сюда, наверное, около 6-7 орхидеек, но живых осталось, к сожалению, только раз, два, три. Но эти три растут, две более-менее хорошо, третья чуть-чуть хуже, но вот пошел у нее, у третьей молоденький листочек, и может быть все наладится. Ну, в общем, я хочу сказать, что все-таки мох для малышей это, наверное, самый лучший вариант. Но это мое мнение. Переубеждать я никого не буду. Кто как приловчился, тот так и делает. И напоследок хочу показать одного малыша, которого я высадил. Ну, если эти все первенцы это 22 год, то вот у меня есть одна орхидея, которая посев был летом 23 года, и этой орхидеи еще нету и года. Если этим всем, про которые мы только что с вами разговаривали, что эти большие, что вот эти, всем 1,5 года, то вот этой будет год где-то середина лета. Я не помню, июнь, июль примерно у меня где-то записано, но в общем вот ее состояние. Значит, тоже была вынужденная пересадка, тоже пошла плесень, и я высадил эту орхидею буквально где-то месяц назад. За месяц, смотрите,
Я подпер ее, чтобы она не падала листочками на мох, потому что там был только один нормальный корешочек. И вот эта орхидея дала, смотрите, новых 2 корешочка и очень неплохо развивается. То есть, к чему я это все вам сейчас рассказываю? Что не обязательно, мне кажется, держать орхидеи и до такого состояния, как вот у нас 2 самых больших во фласке. Может быть, да, это и лучше, что они там развиваются, и это, но так как у нас нету лаборатории, у нас нету дома мы не можем создать стерильную среду, то вот такими способами можно пробовать, можно пытаться, и результаты у вас будут. Пусть не стопроцентные, пусть будет какой-то и негативный опыт, но в принципе вырастить свой новый сорт это возможно в домашних условиях и реально. И вот эти орхидейки тому доказательство. Ну вот, в принципе, и все, о чем я сегодня с вами хотел поговорить. На вопрос я считаю, что я ответил. И хочу пожелать всем удачного опыта в домашних разведениях ваших любимых орхидей. Также хочу напомнить, что если вы скрещиваете 2 сорта, то в результате через несколько лет вы получите совершенно новый сорт, не похожий ни на маму, ни на папу. И, как правило, как я уже в предыдущих видео говорил, этот сорт будет у вас эксклюзивным в мире. Потому что даже если кто-то точно такие 2 орхидеи, как и вы, возьмет и тоже друг на друга опылит, не факт, что гены мамы или папы в вашем случае будут точно такие, как в другом случае. То есть это будет уже эксклюзив. Ну что, на сегодня, пожалуй, все. Конечно, жду от вас лайки, комментарии, вопросы. Конечно же, подписывайтесь на канал Орхидеи дома. Делитесь ссылкой на видео со своими друзьями. И приходите на канал Орхидеи дома снова и снова. До новых встреч!